Доброго времени суток. Сегодня наша задача почистить максимально браузер, так как он может некорректно работать, медленнее работать. Вас может кидать на различные сайты, появляться различные домашние страницы непонятные, появляться реклама и открываться страницы произвольно. Для того, чтобы полностью очистить браузер, любой из них, мы рассмотрим на примере браузера Google Chrome. Вам необходимо выполнить действие из другого видео. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Это нужно сделать обязательно и прежде всего. Затем, после выполнения тех манипуляций, переходим к очистке браузера. Самое первое, что необходимо сделать, не открывая еще браузера, это посмотреть ярлык. У меня ярлычок в панели задач, у вас может быть на рабочем столе. Нажимаем правой кнопкой мыши на браузер. Еще раз правой кнопкой мыши. Свойства. На рабочем столе то же самое. Правой кнопкой мыши и свойства. И важно вот здесь вот, где описан объект, то есть расположение файла браузера. Здесь описано расположение и все, больше здесь ничего быть не должно. Если же после закрытых кавычек есть название какого-либо сайта, либо еще какой-либо текст, то удаляете ярлык. Удаляете его, так как он будет вас постоянно перекидывать на сторонние ресурсы. Затем идем по адресу, который указан здесь же. Открываем диск C, программ Files, Google, Chrome, Application. И вот наш файлик. Нажимаем «Отправить» на рабочий стол и создаем новый ярлык. Чистый ярлык. Это первое, что нужно сделать. Далее открываем наш браузер. Итак, браузер открыт. Открываем панель меню, 3 точки справа, дополнительные инструменты, расширение. И удаляем все расширения. Все расширения, кроме документы, Google, презентации и таблицы. Это стандартное расширение браузера, поэтому их удалять не обязательно. Да, в моем случае я удалю Free Video Downloader. Желательно, конечно, удалить их все, но я оставлю парочку, потому что я ими пользуюсь. Вы оставляете, еще раз повторю, только стандартные. Вот их 4. Или даже 3. Этот тоже можно, в принципе, удалить. То есть приложение Chrome оставлять можно. Значит, с расширениями разобрались. Далее. Открываем настройки. Нажимаем дополнительное. Идем в самый низ и нажимаем восстановление настроек по умолчанию. И нажимаем сбросить настройки. Но это еще не все. Далее опять же нажимаем панель меню, история, еще раз история. И нажимаем очистить историю. Здесь выбираем пункт за все время. Выбираем все параметры.
Вот здесь, кстати, в дополнительных пароли можете убрать. Пароли можно оставить от сайтов, если вы их не помните. Сразу скажу, что при очистке истории вместе с кэшем у вас полностью выйдет со всех сайтов. Поэтому, если вы не помните какие-то пароли, возможно, это делать не стоит. Так, пароли мы оставляем, все остальное нам не нужно. Здесь все выбрали, кроме пароля. Нажимаем «Удалить данные». Это займет какое-то время, поэтому немножечко запаситесь терпением. Нажимаем ОК. Все закрываем, перезагружаем браузер. Открываем его с нового ярлычка. И ваш браузер как новенький. Единственное, что если на вашем компьютере имеется какое-то количество вирусов, да даже если один, то стоит его, прежде чем выполнять эти манипуляции, свой компьютер проверить на вирусы. Об этом тоже у меня есть видео, и я оставлю его в описании. При выполнении всех пунктов, что я вам описал, ваш браузер должен работать как новый и стабильно. Спасибо за просмотр. Если я вам помог, ставьте лайки. Всего доброго.